Привет! Вы на канале Усадьба Вегетарианцы, с вами Анастасия. Сегодня я хочу рассказать о своем газовнике, о его конструкции, утеплении и о том, как он ведет себя в процессе эксплуатации зимой в условиях Тверской области. Газовник сделан по каркасной технологии с минераловатным утеплителем в 100 миллиметров, то есть 10 сантиметров. Основа у него доска 50 на 100. Вот здесь видны укосины 25 на 100. И утеплитель еще не зашит. Я его так и не зашила, потому что я буду строить большой сарай для животных. Это у нас временное жилье для коз. Окна у меня пластиковые, однокамерный стеклопакет, то есть 2 стекла. На окнах образуется конденсат, но это естественно для пластиковых окон и с учетом того, что температура в газовнике не как в доме. То есть в районе 5-10 градусов у меня. Но даже 10 градусов это когда на улице 0. Поэтому в каркасном газовнике нужно делать хорошую вентиляцию. Вот. Но я подумала, что даже если окна поставить там двухкамерные и совсем там толстые-толстые, они все равно будут собирать конденсат, потому что в газовнике повышенная влажность и невысокая температура. Решение я вижу в вентиляции и в проветривании регулярном газовника. Когда я строила этот каркасный сарай, местная бабушка со знанием дела сказала, что такого рода строения для животных не строят. Их делают только из бревна, и козы у меня здесь замерзнут, и все это будет ужасно. Скажу я вам, что в мороз минус 28, пока была минимальная температура, ведро с водой, которое стоит на полу, не замерзало, схватывалось только где-то миллиметра на 2, на 3, легкая корка льда образовалась, и то ее можно было легко разбить. То есть в чем преимущество каркасной технологии, что каркасные дома, что каркасные сараи очень хорошо держат тепло. Площадь у меня отсека для коз где-то 25 квадратных метров на 8 коз, с учетом того, что на одну козу требуется 3 квадратных метра. То есть по площади мы проходим. Здесь в отдельном загоне у меня сидят 2 козы, потому что они очень плохо себя ведут. Гоняют новеньких, поэтому живут отдельно. На 25 квадратных метров у меня 4 окна. Размеры одного окна 60 на 90 сантиметров. В газовнике очень светло, и я за то, чтобы в помещениях для животных было много света. Пол также утеплен, 10 сантиметров минераловатного утеплителя, сверху доска 50 на 100 и сверху лист ОСБ. Я убираюсь в газовнике раз в 3-4 дня и стараюсь, чтобы пол не был влажным, не был мокрым. То есть чем суше в помещении, тем более здоровые козы, и тем меньше будут окна накапливать конденсат. Вот моя Катя задрыга, которая гоняет. Это полукарликовая коза, самая маленькая среди всех коз, но она у нас предводитель. Она гоняет всех, но в то же время является вожаком. То есть, когда мы с козами ходим на пастбище, Катька ходит за мной, а за ней ходит все остальное стадо. Есть у меня в газовнике полки для животных. То есть зимой нежелательно, чтобы козы спали и находились на полу, потому что здоровье коз боится сквозняков. Даже несмотря на то, что пол теплый, желательно, чтобы они спали на таких вот палатях. Ширина полки 60 сантиметров. 62 сантиметра я сделала в размере ОСБ, чтобы один лист можно было использовать на 2 полки, потому что ширина листа 125 сантиметров. В принципе, я думала, что такая полка может получиться узкой, но нет. Иногда они даже умудряются и вдвоем по ширине поместиться на одной полке.
Здесь нет кормушек. Кормушки я не делала специально, потому что этот сарай временный, то есть мы здесь будем находиться 1, максимум 2 сезона. И переводить доски на кормушки я посчитала нерациональным. Сено я им раздаю прямо на полке. То есть я им раздаю сено на полке, они что-то съедают, что-то сбрасывают, что-то оставляют на этих полках, а потом сверху спят. На следующий день я сбрасываю остатки сена, отношу либо в подстилку курам, либо остается как подстилка у коз. Окна в козовнике должны быть расположены на достаточном, ну, минимум 1,50 м от пола, для того, чтобы коза случайно не могла выбить это окно копытами. Козы очень подвижные животные, любящие побегать, поскакать. И если окно расположить низко, то его коза просто выбьет. Конечно, желательно в козовнике иметь тамбур, но у нас тамбура нет, и в морозы вот этот лист ОСБ, который сейчас лежит горизонтально, я просто прикручиваю еще поверх двери. Ну и получается дополнительное такое небольшое утепление. Открывающееся окно у меня здесь одно. Это тоже мало. То есть для проветривания нужно делать хотя бы 2 окна. На потолке дополнительно проложена теплоотражающая изоляция. В новом сарае, я думаю, что утепление пола, стен и потолка я буду делать не минераловатным утеплителем, а пеноплексом. Почему? Потому что минераловатный утеплитель способен поглощать влагу, и как только он поглощает влагу, его теплоизоляционные свойства резко падают. То есть он уже, в принципе, не работает. Пеноплекс не поглощает влагу. То есть с пеноплексом есть один минус. Если доски рассохнутся, то между пеноплексом, поскольку это твердый утеплитель, и доской каркаса появится зазор, мостик холода. Но если пеноплекс укладывать уже в высушенный каркас, я думаю, что можно минимизировать появление данных мостиков холода. Мне иногда пишут: посмотрите, как делали наши предки, окна нужно прокладывать мхом. Каркасные технологии вообще не работают, нужно делать из бревна. Хочу я сказать, что это все здорово, но почему наши предки делали только из бревна? И раньше дома строили на камнях, крыши делали соломенные. Мхом действительно бревна, стыки бревен теплоизолировали. Но это не значит, что это было тепло, а сейчас что-то плохо. Прогресс не стоит на месте. И когда люди пишут такие комментарии, я все время хочу поинтересоваться, а почему они на работу не ездят на лошадях? А почему они продукты покупают в магазине? Ведь раньше же у каждого было свое хозяйство. Раньше продукты в магазинах не покупали. Поля пахали на лошадях, хлеб пекли сами. Поэтому я считаю, что, конечно, опыт наших предков нужно использовать, но современные технологии, но пренебрегать современными технологиями не стоит, это просто неразумно. Потому что так можно договориться до того, что... А еще раньше наши предки жили в лесах и жили в землянках, а до этого в пещерах. Ну что, нам теперь в пещерах жить?
Сейчас я буду давать козам витаминки. Нам ветеринар посоветовал лундевит. Они их очень любят, но сначала я хочу их подразнить. Стрела, ты уже ела. Иди сюда. Злата, 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 Злата. Злат, на, давай. Все. Стрела по одной только можно. Нельзя больше. Нельзя. Нельзя. Надеюсь, это видео было интересным для вас. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.